Приветствую вас, друзья! В этом видео вам хочу рассказать и показать о вечернем Ничанге, так как здесь действительно очень красиво, место стоящее, и я думаю, что сегодняшнее видео, поделившись этим, я вам это продемонстрирую. Друзья, это у нас, чтобы вы понимали, одна из основных улиц называется Чэньфу. Давайте я сюда пройду сейчас. Так, тут машинами все запарковано. Куда-нибудь выйду уж на интересное место для вас. Город, как говорится, цветет и пахнет из-за того, что здесь у нас сейчас Новый год. Новый год у нас начинался с 16 числа и еще будет праздноваться много вкусных дней. Сегодня у нас на дворе, если не ошибаюсь, уже 19 число, 18. То есть это как у нас, у русскоговорящих, Новый год, да, 2-3 число, все ходят по родственникам, друзьям, по кафешкам, общаются, встречаются. И сегодня как раз у вьетнамцев, у китайцев как раз такой момент. Все они сегодня встречаются, общаются. Да, хочу обратить внимание, очень большой поток, потому что выходные, праздники. Ну и, в принципе, и до этого, как я сюда приехал, в принципе, основная улица Чэньфу, это у нас набережная. И здесь, конечно же, все живет, как говорится, и пахнет. Вот так это все выглядит у нас. Слева от нас, от вас, вот там пляж центральный. Пальмочки красивые. Кстати, я заметил, у них кокосы очень маленькие. На Бали они прям большие, и во Вьетнаме, а здесь прям вот маленькие. Может быть, климат, потому что он чуть-чуть идет попрохладней. Здесь большое количество русскоговорящих. Помимо русскоговорящих, конечно, здесь еще есть китайцы, японцы, корейцы. Это только Ничанг, ребят, это прибрежная зона. Не забывайте, что есть еще Дананг. Я там еще не был, но я туда отправлюсь. Тоже буду снимать для вас много вкусного контента, полезного. Не только с целей инвестиционных, но также и в плане жизни. Потому что во многих странах, таких как в странах СНГ, России, многие как раз рассматривают эту всю тему как для переезда. И, если честно, я тоже рекомендую, по крайней мере, Ничанг. Ничанг мне очень понравился. Я жил на Бали более 3 лет. Вот, есть чем сравнить. Я жил на Пхукете достаточно короткое время. И есть чем сравнить. Опять, Бали более 3 лет, Пхукет, сложно сказать, ну, недолго. И вот сейчас я во Вьетнаме. Первые мои впечатления очень прям понравились. В первую очередь это связано с тем, что здесь, в аэропорту, никаких, скажем так, вот доставаний со стороны всех вот, скажем, вот оформление документов вообще я не встретил. То есть на Пхукете до меня докопались, заставили брать обратный билет, хотя я не понимал, сколько я пробуду. Это точно я не собирался жить, я показал свой КИТОС, у меня есть ВНЖ. Вот. Но тем не менее, меня там продержали, промусолили, я и так устал, еще мне рассказывали, что мне нужно будет делать. Вот. Очень не понравилось, но тем не менее, сам Пхукет, я не могу ничего про него плохо сказать. Вот. Во Вьетнаме здесь вообще спросили, нужна виза, надолго ли здесь или нет. Я сказал буквально, я меньше месяца здесь пробуду, наверное. Вот, и все, и меня пропустили. В общем, вот в плане всех документаций здесь намного все проще и классно. То есть, пока господа вьетнамцы, ну, не докапываются до нас, я думаю, это также и продолжится. Вот, поэтому, если рассматривать жизнь, допустим, здесь, мне Вьетнам очень понравился. Это только Ничанг, я еще до Дананга не добрался. А вы должны у нас понимать, кто был во Вьетнаме, кто нет, что Ничанг, он более такой, можно сказать, русскоговорящий райончик. Здесь очень большое количество русских, очень большое количество. Но при этом, как бы, если вас это устраивает, можете, конечно, рассмотреть его для жизни. Но я бы, конечно,
хочу добраться до Дананга и посмотреть, что там такое. Потому что Дананг все-таки это более такой акцент на иностранную публику, более спокойнее и, наверное, как ко мне говорят, поцивилизованней. Не могу ничего сказать, потому что пока до туда не добрался, но я доберусь обязательно. И также расскажу про жизнь, и не только про жизнь, но и инвестиционную составляющую. Не только в недвижимости, а также и в бизнесе. Вы всегда можете писать в комментариях, что вы хотите увидеть, услышать. И я, конечно, постараюсь добыть для вас эту информацию и рассказать ее для вас. Заметьте, здесь шумная, потому что основная улица Чанфу. Есть подальше, конечно, чуть потише, но там уже вы попадаете как будто Геленджик или Анапа. Там шумно, уже побольше русских таких, но тем не менее, если вы, к примеру, вам нравится Ничанг, и вы бы хотели здесь, к примеру, там зимовать или остаться жить, вот посмотрите, так, Paradise, вот такой клубешник, я так понимаю, это клуб для взрослых, кто любит погорячее, вот. Не без этого, господа, не без этого. Так вот, здесь есть, вернее, строится, но уже отстраивается новый район. Называется Либерти. Что там интересного для вас? То, что это, я назвал бы в городе город. Это новый район, построен большой отель, он уже функционирует, приносит деньги для инвесторов. Строится вторая очередь. Это все в прибрежной части, буквально до пляжа, я не знаю, ну, минуты ходьбы с ребенком. Вот, там уже есть кинотеатр, театр, там дороги ровные, очень красиво. Далее, о чем бы я хотел вам рассказать. Ну, посмотрите, красота же. Это у нас Вьетнам. Если честно, я не ожидал от Вьетнама такой дачи. По ценникам, как мне сказали, мне очень интересно последить, что сейчас из-за Нового года ценники поднялись. Якобы прикрывается это тем, что в Новый год зарплата будет у сотрудников высокая, это будет весь год продолжаться, и сотрудники будут богатеть, поэтому за счет этого ценники поднимают. Но обещают после Нового года ценники опустить. Мне очень интересно, насколько ценники опустятся. И, как говорят мне местные старожилы, здесь бояться нечего, это действительно так оно и есть. Поэтому надеюсь, что действительно так оно не будет, потому что я не знаю, как в странах СНГ, вот, но в России мы знаем, если ценники поднялись, то они точно уже не опустятся. Поэтому будем, как говорится, будем посмотреть. Вот, я сейчас подскажу главной улице, главной площади. За этой площадью у нас главный вкусный, красивый пляж. Обязательно посетите Ничанг, друзья, обязательно, если вы здесь не были. Знаете, кстати, у меня что напоминает Батуми? Батуми, правда, там очень большое количество высоток вдоль дороги выстроено. Вот, и все это в диодах, все это в цвете красиво. И вот здесь тоже эта вся улочка, и, конечно, чуть дорога поменьше. Но в целом вот есть сходство, как будто я вот где-то нахожусь в Батуми. Вот. Мировые отели различные. Вот у нас Hyatt Regency здесь находится, вот такие высотки. Ну, кто был в Батуми, тот видит, да, вот как будто есть небольшое сходство такое. Это у нас такая парк небольшой с фонтанами, давайте я вам тоже его покажу. Вот такая здесь у нас красотища, все в диодах. Ну, чистенько, обратите внимание. Так чисто практически везде. Не везде, но есть грязные улицы, не везде грязные улочки есть. Но, тем не менее, по крайней мере, вот неделю я здесь нахожусь, начиная с Хошимина. Мне очень все здесь понравилось, ребят. Очень красиво. Обязательно вам покажу днем пляжи, кто здесь не был. Я думал, что Вьетнам очень будет скучный, но здесь есть чем развлечься. Здесь есть различные аттракционы, целый остров аттракционов. Здесь есть куда сходить и что посмотреть. Давайте я вам, посмотрите, покажу стелу. Сейчас, минуточку, развернусь. Смотрите, какая стела красивая. Внутри там то ли офисные здания, какой-то музей там еще есть, картины. Я там еще не был, не успел побывать. Вот. Поэтому, если вы будете
в Нищанге обязательно посетите все эти красоты. Посмотрите. Давайте зайдем сюда, вам покажу. Здесь тоже есть площадь. Не забывайте, что сегодня Новый год. Все с детьми, все празднуют, отмечают празднички. Вот там какие-то выступления или что там. Я думал, выступления, это просто фотографируются. Ой, ёшкин крот, посмотрите, что творится. Это просто капец какой-то. Это что такое? Это что такое? Это что такое? А вон там вдалеке, ребят, вот там вот вдалеке, как раз я говорил, остров аттракционов, парк. Там же где-то будет чертово колесо. Колесо обозрения еще второе название. Вот там. Пока не добрался, но обязательно доберусь для вас. Вот. Все очень красиво, эстетично, мило. С ребятишками. Аллеи. Что еще сказать вам, друзья? В любом случае, если у вас есть какие-то вопросы, интересующиеся недвижимостью, инвестициями, какими-то еще проектами, обязательно пишите в комментариях. Инвестиции тоже здесь такая специфическая тема, очень редко, но интересная. Я об этом тоже рассказывал в своих предыдущих видео. Смотрите, подписывайтесь на мой канал. Давайте я вам чуть повыше покажу. По ценам, даже сейчас, друзья, по ценам, это, ну, с чем сравнивать, я не знаю, я в России как бы уже давно не живу. Знаю, что там ценники тоже конь на все про все. Посмотрите, сколько народу. Как-никак Новый год, семейный праздник. Много туристов приехало. Отели все забронированы. Я думал, что Новый год был 14 января, чуть-чуть перепутал, а он был 16. И сейчас с жильем, конечно, очень напряжно. Буду завтра искать до выселения, думаю, что найду. В общем, ребятушки, что вам хочу сказать. Если вы рассматриваете, куда переехать, где отдохнуть и что-либо тому подобное, рассматривайте Вьетнам. Рассматривайте Вьетнам. Дальше будет у нас Дананг, Фукок. В общем, все самое вкусное вы узнаете у меня на моем канале. И еще раз хочу повториться, что у меня есть телеграм-канал. Там все самое вкусное, и какие-то новости выкладываю туда. Подписывайтесь. Все в описании будет. Номер телефона, WhatsApp у меня на экране всегда написан. В общем, что хочу вам сказать, друзья. Если вы рассматриваете, куда поехать, рекомендую рассмотреть Вьетнам. Я много где пожил, как я и сказал. Вьетнам мне прям зашел. И здесь и ценниками на недвижимость, на сдачу, на продукты, на автомобили. Я выкладывал тоже ценники. Есть все здесь для того, чтобы не просто отдыхать, но и жить. Обязательно смотрите этот вариант. Вот здесь что творится. Я просто камеру на себя показал. Сейчас всех обойду. Что я хочу сказать. Здесь есть именно, как я считаю, все для жизни. Если сравнить, вы можете приехать, в любом случае, мой совет вам, перед тем, как полностью переезжать, приедьте сюда там на какое-то небольшое время, там 3 месяца, 2-3, чтобы понять, нужно вам оно или не нужно. Пойдет вам в Вьетнам. Если вам пойдет, может быть, рассмотреть Нищанг или Дананг. В любом случае, какие-то рекомендации дал, может быть, я вам что-то недорассказал, пишите в комментариях, обязательно расскажу. По Визарану, друзья, значит, чтобы вы понимали, Визаран у нас идет через каждые 90 дней, но если вы откроете визу годовую, то можно не покидать Вьетнам и продлевать еще на год. Это очень интересная тема, об этом я узнал недавно. И поэтому я сейчас хочу узнать, что это такое, потому что мне это очень интересно. И Вьетнам я хочу рассмотреть именно как пока для жизни. Вот. Нищанг это будет Дананг или еще что-либо, пока не могу сказать, пока изучаю. Поэтому подписывайтесь на мой канал, будем изучать его вместе. И какие-то те вопросы, которые я упустил и для себя, возможно, вы зададите их мне, и я
Для вас это все разузнаю, и мне тоже будет интересно. Поэтому, друзья, вы сейчас находитесь на канале Балязия. Меня зовут Равиль Киреев. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, есть у меня инстаграм-страничка. В общем, пиши все это в описании, для вас будет. И я с вами надолго, как всегда, не прощаюсь. Увидимся с вами в следующем видео. Пока.